Просто в таких ситуациях, когда что-то не получается, их очень много, просто они не попадают все в эфир. Она очень интересная тем, что тут не за что домкратить, все чистенькие, мы сейчас их высокотемпературной смазочкой. Но не ушла та главная проблема, ради которой я менял эту трапецию и так далее. У меня барабанит до сих пор вибрации. Несколько болтов, можно снять эту панель. И зачастую пригорают внутренние контакты. Так что я надеюсь, что ваш дворник будет работать, в отличие от моего. Что конкретно вас интересует? Ах ты сука! Поэтому ваше здоровье. Привет, ребят! Вот еще какая-то цешка едет рядом со мной. Я тоже еду на цешке. И впереди ML-ка, ML500. Очень, кстати, редкий двигатель для ML-ок в наших широтах. Итак, слушайте, я вот подумал, почему бы мне не выпустить такой лайв-блог, как это делает Миша Яковлев, Кировск, его лайв-блог. А если кто в теме, кто знает, то только, наверное, Миша Яковлев понимает о том, о чем он снимает в этом блоге. Но я для вас буду намного проще все объяснять и разжевывать. В общем, еду я сейчас в гараж наш, смотрю Дудя по дороге. Нужно сегодня сделать за 3 часа до тренировки, нужно сделать сегодня кучу дел, заплатить за гараж, нужно поменять дяде Бою рычаг, нужно пропылесосить машину, если хватит времени. И нужно отрегулировать ступичные подшипники. Почему? Потому что, если вы помните с прошлых видео, значит, у меня, во-первых, руль стоит в левую сторону, машина ведет в левую сторону. Я в прошлый раз все-таки вернулся к развальщикам, и они еще раз подкорректировали руль. Я выставил вроде руль правильно, вроде ровно, но все равно он в сторону. Все равно, помимо того, что в сторону руль, это ладно. Но не ушла та главная проблема, ради которой я менял эту трапецию и так далее. Это у меня барабанит до сих пор вибрации. То есть вибрации, я уже просто не могу с ними жить. Я уже не могу с ними мириться. Я уже не знаю, откуда и где их искать. Это просто ужас, чуваки. Я понимаю, конечно, что машина не новая, но я не могу своей головой допетрить, почему, поменяв все, абсолютно всю подвеску переднюю, у меня до сих пор эти вибрации. Откуда? Колеса я раскатывал. Диски, ну вернее, суппорта поджимать на ходу не могут. Они только при торможении могут поджимать. Хрен его знает. Ребята, рычаги верхние я менял, это не помогло. Нижние у меня в порядке, я их тоже менял. Рулевую трапецию я поменял. Да что еще? Что еще надо для того, чтобы, блин, эта машина нормально ехала? Единственное, у меня есть предположение, это есть небольшой осевой люфт в самом подшипнике ступичном. Если вы знаете, они конусного типа. Но тут есть другая особенность. Я очень боюсь их пережимать, потому что если их пережать, то он, естественно, развалится, этот подшипник. Он долго не проживет. Но в таком состоянии, при том люфты самого, вот если вы возьмете колесо, подвесите, небольшие люфты, они допустимы. Также и в книге пишется, что люфты допустимы. Но развальщик мне на развале сказал, что у тебя люфт, ну, достаточно большой, тебе надо было бы подшипник поджать. Я говорю, хорошо, я подожму. И сегодня я попробую эти 2 подшипника поджать и посмотреть, поможет ли это мне наконец избавиться от этих ебаных вибраций. Чуваки, это видео абсолютно без монтажа, абсолютно без петличек, на старую камеру, ужасно уебскую камеру, короче, полусломанную. Не буду объяснять почему. Пошел дождь, как всегда, когда надо делать какие-то дела, идет дождь, и все говорит о том, что их делать не надо. У нас всегда так, запомните. Поэтому я не знаю, видео будет долгое, надеюсь, вам интересно, надеюсь, вам понравится такой формат, потому что люди пишут, когда видео, люди ждут видео, а я
В последнее время очень сильно окунаюсь в монтаж, очень ролики делаю по 2 недели. Я думаю, что это абсолютно... Даже Дудь быстрее меня выпускает ролики, чем это делаю я. Понимаете? Поэтому это... Да, кстати, напишите, пожалуйста, каких автоблогеров смотрите вы, какие вам нравятся. И, ну, пишите, есть ли смысл мне делать такие ролики именно вот лайв. Без монтажа, без склеек, с моим косноязычным языком и ужасной дикцией. Вот такой вот вам. Могу музыку подложить. О, смотрите, какой трактор здоровый. Это просто, это только в Беларуси, короче, такие тракторы делают. Бля, это просто какой-то монстр. Я аж прямо сейчас проехал, я прочувствовал его силу. У него аж как воздушные потоки расходятся от него. Короче, очень прикольно. Так что все, ребят, сейчас будет следующее включение уже с гаража, и уже там будем двигаться дальше. Самые чистые байки в мире. Идет ублюдский дождь. Погода вообще очень-очень конченая. Мелкий дождь. И сейчас я даже не загоняю машину в гараж. Выкачу домкрат и буду уже тут регулировать свои подшипники, потому что, ну, как бы даже желания в гараж заводить машину нету. Вот такие мы жуткие чуваки. А пока есть время предаться соблазну и сделать себе чашечку кофе. Вот, если помните, это чайник, который нашел на мусорке, я его сделал, просто припаял сюда провод, он отлично работает. Автоматически он не выключает, но в принципе нам такая роскошь не нужна. Нам главное, что у нас есть горячая вода. Все, делаем кофеечек и идем работать. А, и бумбокс еще есть, под музычку будем, конечно же. Вот отсюда мы берем воду, она натекает в такие бочки, а мы моем машины тут, короче. В общем, если подвигать вот этот тормозной диск вот в таком вот положении, вверх-вниз, есть небольшой люфт. Он абсолютно небольшой, но когда колесо уже отдел и начинаешь его дергать, он достаточно, ну, хорошо ощущается. Я не знаю, поможет это или нет. Я еще сейчас подожму подшипник. Это нужно делать аккуратно, это достаточно большой риск. Вот, рассчитать. Как это делать, я вам уже рассказывал. Я, в принципе, не зря снял, на самом деле, этот суппорт, потому что я хотел бы еще вот эти направляющие, видите, которые на суппорте. Ну, не знаю, у вас другой суппорт, возможно, у меня такой, на компрессорных. Я его раньше смазывал пластичной смазкой. Я хочу его смазать медной смазкой. Потому что пластичная не дает ему нормально ходить. Плюс еще вот эти манжеты, они от этой смазки разбухли. И достаточно, ну, как бы плохо. Их можно поменять, но я не буду, естественно. Вот. Пока что я их просто вычищу. Достану, вычищу. И смогу уже вставить, как говорится, нормально обработанной медной смазкой направляющие. Потому что иначе будет диск подклинивать. Но он еще может и от цилиндра самого подклинивать. Короче, самое главное, что уже в кофе больше дождя натекло, чем самого кофе. Поэтому ваше здоровье. Значит, я не знаю, нет смысла, наверное, это показывать. Я это сделаю. Одно и второе колесо. Потом проедусь и скажу вам, помогло это или нет. Лучше так давайте, чтобы экономить время. Свой рычаг, верхний рычаг. Откручивает расширительный бачок, и там будет еще мозги откручивать. В общем, будет колупаться с Мерседесом. Особенность этой машины, она очень интересная тем, что тут не за что домкратиться. То есть, как только ты домкратишься, домкрат сразу оказывается в салоне автомобиля. И этим эта машина очень интересна, эксклюзивна. А я вам хочу сказать, что у меня произошла такая ситуация, то что
порвался пыльник, видите? Он разорвался, он, короче, настолько рассохся, что уже полностью разорвался. Слава богу, что я не выкидывал, у меня еще в гараже остался старый пыльничек. Поэтому сейчас мы этот достаем и его меняем. Иногда очень важно не выкидывать, а иногда важно выкидывать. Это, знаешь, это мы сегодня снимаем Миша Яковлев Кировск. Вот как бы такая тема. Я уже говорил, то, что только сам Миша понимает, что у него там в блогах происходит, сам сюжет. В общем, почистил я вот эти сальнички, как видите, все чистенькие. Мы сейчас их высокотемпературной смазочкой смажем. Блин, будет вообще офигенно ходить. Но они уже, правда, разбухли больше, чем надо. И прямо эти направляющие, как вы видите, они прямо туда проваливаются. Так не должно быть, в принципе. Ну, ничего не сделаешь. Или должно быть, хрен его знает. Ну, в общем, менять я точно их не буду, потому что нема грошей, как белорусы говорят, и времени. В общем, делаем все, что нужно по максимуму, за минимум денег. Вот, используем высокотемпературную смазку, потому что она нужна для температуры нагруженных узлов. А у нас тормоза — это температура нагруженный узел. Как тяжел, ему надо тепличные условия. В общем, сегодня мы не меняем его рычаг, потому что реально, пацаны, ну вот у кого именно такой блок, который закрывается крышкой, не такой обыкновенный дорестайловый, а именно который крышкой закрывается, вам, ребят, не повезло. Для того, чтобы поменять рычаг верхний, надо снимать этот блок, под блоком еще поддон, там ключ не накинешь, все проворачивается. В общем, ну, он решил это сделать на СТО, и я его понимаю, потому что заливает электронику, и не хотелось бы ради этого потом жертвовать $200. Пожертвовав всего лишь $50 на СТО. Была бы хорошая погода, у нас просто там в гараже стоит другая машина, ну, не выкатная практически, поэтому, ну, уже темнеет, тем более. Так что я тут сейчас доделываю свое, поедем, проверим уже наконец-то, как машина дальше поедет. Плюс еще я вспомнил, что амортизаторы я не закрутил под весом машины, а так закрутил именно под ямой. Без колес, и поэтому я сейчас хочу еще довернуть амортизаторы, потому что их тоже, я так понимаю, нужно закручивать под весом машины. Короче, выехал я из гаража, как всегда, вечером, как всегда, под ночь. Плохая погода, пробки, весь замерз, сопли и так далее, но это обыкновенная ситуация для меня. Это удивительно, но вибрация до сих пор осталась. То, что я поджал ступичные подшипники, это не помогло. Я их наоборот зажал. Это говорит о том, что они быстрее развалятся. Биение в руль до сих пор осталось. И можно сказать, что сегодняшний день он оказался немножко напрасным. И как для меня, так и для дядя Боя, который пытался починить свой рычаг. В общем, вибрация не ушла, и я хотел бы спросить у вас, как вы считаете, как вы думаете, в чем может быть проблема? 3 теории. Первая — это кривая резина, она старая, она ужасно подушатанная, возможно. Может быть, она кривая, и это дает вибрации. Второе — это рулевой редуктор. Плохо себя уже чувствует и поизносился, и надо его как-то подтянуть или еще что-то. Третье — это опять же раскатка дисков. Несмотря на то, что я несколько месяцев назад их раскатывал, может быть, я попал в какие-то ямы, но было такое. И опять приходится раскатывать. Я, в общем, пока что не понимаю, что происходит. Ребята, если у вас есть какие-то предположения, пожалуйста, напишите в комментариях. Исходя из того, что оба рычага передних в отличном состоянии, рулевая у нас новая, стабилизатор у нас в отличном состоянии, он не влияет ни на что. Что конкретно вас интересует? Ах ты сука! Вот представляете, ты просто, просто говоришь что-то. Это вот обидно было. А Алиса, эта конченая, с тобой хочет пообщаться. Слушай, да мне не интересно, что ты там рассказываешь. Не мешай мне общаться со своими подписчиками. В общем, ребята, напишите в комментариях, в чем может быть проблема, потому что я уже просто извелся, мне уже просто очень сильно надоело.
Но я обязан эту вибрацию найти, потому что она мне просто не дает жизни, понимаете? Ребята, ну раз уж такие пляски, короче, пошли, многие у меня спрашивают, почему-то у меня на первой там скорости не работают дворники. В общем, причина может крыться вот в этом выключателе дворника. Вам нужно его разобрать. Вот он разбирается довольно-таки просто, тут ничего сложного. И зачастую пригорают внутренние контакты. Вот. То есть, в принципе, вы берете вот эти усики отгибаете, вот эту бабышку вытягиваете, чистите контакты, смотрите, чтобы все хорошо там было. И зачастую это помогает. Но иногда нет. Вот мне, к примеру, в этот раз не помогло. У меня, наверное, проблема какая-то в реле. Вот, потому что реле срабатывает, но дворник не работает на первой скорости. На второй, на третьей работает великолепно. Но на первой оно не работает. Поэтому, в общем, нужно разбираться в этом. Открыть эту штуку довольно-таки просто. Обыкновенной отверткой просто нужно подковырнуть. Вот. Ну и смотрите в обратной последовательности. Собирайте, чтобы у вас ничего не потерялось. В общем, как-то так. Зачастую там контакты оплавляются и плохо между собой. Когда вы поворачиваете вот эту штуку, да, она замыкает между собой вот вы дворники. Вот это, к примеру, первая скорость, там вторая, третья. Вы нажимаете, у вас срабатывает поливалка. Вот, видите, просто вот эта кругленькая штука, она замыкает вот эти два контакта, их можно просто зажать даже отверткой, они сработают. Вот, на полив. Смотрите, раз уже мы начали это делать, вот, вытягиваем вот эту штуку. У меня тут небольшой колхоз, в общем, это моя тема колхозная, потому что у меня оплавилось тут кое-что. Ну вот видите, тут тоже оплавлены контакты, и они могут... У меня вообще они были очень грязные, то есть они могут между собой не зажиматься, нужно их просто почистить и собрать в обратной последовательности. Вот и все. Так что я надеюсь, что ваш дворник будет работать, в отличие от моего. Ну, на худой конец всегда можно поменять эту штуку в сборе. Вот сейчас на первой работает. Сейчас сыт. Первая. Работает. Вторая. Третья. Опять первая. Все, работает. Ну вот, получилось. Слава богу. С горем пополам, но я этот вопрос решил. Ну вот еще, видите, у меня огрызок вот этот, выключение ножного тормоза. Друзья, ну вы должны понимать, что 202 Мерседес и ручник — это вещи априори уже с завода несовместимые. Естественно, как вы видите, у меня его нету, но огрызок этот некрасивый. И вот я поставлю новый. Спасибо Сане Чернокосу за запчасти, которые он мне подарил из Питера. Поэтому ссылочки, конечно, на его группу ВКонтакте будет в описании. Кому надо, обращайтесь. Но вот моя задача сейчас, ну вот это вообще ужас просто. Ну то есть это кусок пластмассы, который торчит, он очень некрасив, мне не нравится. Ну так как Мерседес — это не только надежность, но и эстетика, то важно, конечно, это исправить. Будет заниматься, но вот таким образом, открутив несколько болтов, можно снять эту панель и там уже достать до этой ручки. Вот, спасибо, что были со мной. Вот сегодня такой блог. Напишите, понравился ли он вам. Минимум монтажа, максимум лайв, как говорится. И как всегда под ночь еду на тренировку. Пытаюсь попасть, везде пробки. Как только выехал из гаража, сразу попал в пробку. Вот такая вот жизнь. Не всегда. Просто в таких ситуациях, когда что-то не получается, их очень много. Просто они не попадают все в эфир. Вот, одна из сегодняшних попала, так сказать. Все, пока, увидимся.